Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем снуд узором соты. Вяжется он легко, поворотными рядами. Свяжем прямоугольник. И затем я покажу, как его соединить. Соединение здесь вот внутри у нас виден шов. А здесь у нас шва не видно. Данный снуд связан под шапку. Также есть у меня мастер-класс на данную шапку. Ссылку я оставлю вот здесь и также в описании. На снуд ушел один моток пряжи. Alize Lana Gold Classic. Цвет данной пряжи 166. 100 граммах 240 метров. 51% акрил и 49% шерсти. Вязала я крючком номером 6. Снуд получился мягкий. Ну, также можно вязать, конечно же, крючком номером 5. Тогда снуд получится чуть плотнее. Размеры снуда 24 на 28. Итак, мы набираем цепочку из воздушных петель. Делаем петлю, вытянули. Данную петельку можно затянуть, но я ее не затягиваю, я ее тоже считаю. Это у меня первая воздушная петля. Далее набираем вторая, третья. Всего мы набираем 48 воздушных петель. Набрали 48 воздушных петель. Далее делаем одну воздушную петлю для подъема. И далее будем вводить крючок во вторую петлю от крючка. Первая во вторую. И провязываем первый ряд. 6 соединительных столбиков. Далее 6 полустолбиков с накидом. Провязываем во вторую петлю от крючка. Соединительный столбик. Первый. Следующую. Второй. Третий. Четвертый, пятый и шестой. Далее в последующие 6 петель мы провязываем полустолбики с накидом. Делаем накид на крючок, вводим в петлю, вытянули. 3 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Снова накид, в следующую. 3 петельки на крючке вместе. Вот мы провязали уже 3 полустолбика с накидом. Провязываем еще 3, всего 6. Далее мы повторяем узор, провязываем 6 соединительных столбиков и 6 полустолбиков с накидом. Следующие 6 полустолбиков с накидом. И таким образом провязываем до конца. 6 соединительных, 6 полустолбиков с накидом. И ряд у нас закончится 6 полустолбиками с накидом. Вот такой у нас получился первый ряд. Сейчас мы будем вязать второй ряд. Делаем одну воздушную петлю. Всегда в конце у нас одна воздушная петля. И все последующие ряды мы будем провязывать, захватывая заднюю стеночку полупетли. Вот передняя за заднюю. И вначале мы вводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая, во вторую. Здесь у нас вот это вот полустолбики с накидом последние были. Получается, вот эта сота у нас не полная. Здесь мы также провязываем сейчас 6 полустолбиков с накидом. Далее 6 соединительных столбиков. Во вторую петлю от крючка делаем накид за заднюю стеночку и провязываем 6 полустолбиков с накидом.
Далее провязываем 6 соединительных столбиков. Вот провязали 6 соединительных столбиков, и далее у нас узор повторяется. Мы провязываем 6 полустолбиков с накидом, 6 соединительных столбиков, и так до конца. Когда провязываете соединительные столбики, старайтесь их вязать посвободнее, сильно не затягивайте, чтобы потом крючок свободно входил вот в эти петли. Итак, провязываем до конца. Теперь мы провязываем 6 полустолбиков с накидом. В конце у меня осталось провязать 2 петли. Здесь у нас в конце идут 6 соединительных столбиков. Вот я провязываю 5. И в конце, когда провязываем 6, мы захватываем не только заднюю стеночку полупетли, но и вот эту вот переднюю. Вот она у нас задняя стеночка, вот передняя. Мы захватываем обе стеночки. И провязываем соединительный столбик. Делается это для того, чтобы край у нас был ровный. Далее провязываем 3-й ряд. Также в конце делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем и провязываем за заднюю стеночку также полупетли. И 3-й ряд у нас начинается с 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид, провязываем во 2-ю петлю от крючка 6 полустолбиков с накидом. Далее провязываем 6 соединительных столбиков. И узор повторяется. 6 полустолбиков с накидом, 6 соединительных столбиков. И ряд заканчивается 3-й 6 соединительными столбиками. И в конце последнюю петельку мы также провязываем за обе стеночки полупетли. Доходим до сюда, и я покажу еще раз. Довязываем 3-й ряд. Вот у меня здесь в конце соединительные петельки. И вот последнюю мы захватываем за обе стеночки полупетли. Провязываем соединительную. Также делаем одну воздушную петлю. Перевернули. И со 2-й петли от крючка. 4-й ряд у нас начинается с 6 соединительных петель. Провязываем соединительные петли. Шесть соединительных петель и далее 6 полустолбиков с накидом. Далее у нас узор повторяется. 6 соединительных, 6 полустолбиков с накидом. Довязываем до конца 4-й ряд, и в конце не забываем провязать 2 полупетли. Ряд у нас закончится 6 полустолбиками с накидом. Вот я провязала 4-й ряд. Это у нас изнаночная сторона. Вот здесь вот видно такие вот бороздки. А здесь у нас лицевая сторона. Далее мы делаем одну воздушную петлю и провязываем так же, как и 1-й ряд. Узор у нас повторяется. Провязываем необходимую длину. И узор у нас должен закончиться 4-м рядом. То есть мы провязываем каждый раз вот по 4 ряда вяжем. И в конце у нас заканчивается как 4-й ряд, для того, чтобы мы здесь смогли красиво соединить. Вот я довязала до конца. Здесь у меня всего получилось 68 рядов. Вот эти вот 2 пары сот, это у нас 4 ряда. Я считаю вот так вот. 1, 2, 3, 4 и так далее. У меня таких пар 17. И 17, получается, умножаем на 4, 68 рядов. Теперь мы будем соединять. Это у нас лицевая сторона. А соединять мы будем по изнанке. Вот смотрите. Вот здесь у нас вот так вот должно получиться.
И сейчас мы будем здесь соединять. Итак, соединять мы будем соединительными петлями, крючком. Находим здесь крайнюю петельку. Эта сторона у нас, где мы начинали вязание. Цепочка из воздушных петель у нас была. Вот мы в каждую петлю будем вводить крючок и провязывать. Вытягиваем петлю, заводим в следующую петельку, а с этой стороны мы захватываем заднюю стеночку полупетли. Вот у нас петелька, заднюю стеночку мы захватили, вытянули и протягиваем через петлю на крючке. Далее в следующую за заднюю стеночку через петельку. И таким образом мы довязываем до конца. И с этой стороны у нас будет аккуратный шов, его даже видать не будет. В конце ряда я захватываю также обе стеночки полупетли. Провязываем. Далее ниточку обрезаем, захватываем кончики и вытягиваем полностью. Здесь затянули. Кончик нити теперь прячем вот здесь, вот под петельки. Вот на изнаночной стороне у нас получается такой шов. Переворачиваем. И здесь у нас никакого шва нет. Вот такой у нас получился красивый снуд. Обязательно в комментариях напишите, понравился ли вам данный мастер-класс. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы и вяжите вместе со мной.